бегали коты. В курятник за яйцами бегали. Сейчас я переоденусь и приду к вам. Вот, когда в вольере много снега и когда на улице мороз, я не переживаю за курочек, что у них нет воды. Они в это время едят снег. Хуже, когда есть мороз, а снега нет. Тогда срочно нужно ехать к курочкам и давать им пить. А вот когда вот так вот много-много снега, то это очень хорошо. Все, иду переодеваться. Вот сколько бегали в курятник котики. Иду в первую очередь вместе с вами к Ломан Сэнди. Вот. Это петушки марана. Курочка марана. Это шелковая беленькая. Вот. Иду посмотреть, сколько яиц у нас от Ломан Сэнди за эти дни, пока меня здесь не было. Так, дверь закрываю за собой. Давайте посмотрим, может быть, что-то у маранов. Пока ничего. Так, а Ломан Сэнди, что-то там есть. Так, давайте с вами зайдем посмотрим. Так, ну, конечно, отключение электроэнергии влияет на яйценоскость. Это вы сразу можете увидеть. Так, мои Ломан Сэнди снесли два яйца от моих Ломан Сэнди. Это искусственное яйцо. Посмотрим, может, где-то спрятали? Да нет. Вроде бы больше нет яиц. Выходи, не застрянь там. Выходи. Вот так. Все, два яйца снесли. Это за 4 дня. С учетом того, что отключают электричество у нас. Это нормальный результат. Тем более, что курочки сменили обстановку. Они еще привыкают. Ой, какое черное перо вылезло на хвосте. А его не было. Привыкают курочки пока к новым условиям. Смотрю, что вот в кормушке, смотрите, они выбрали всю пшеницу. А кукуруза еще есть. Почему-то они больше любят пшеницу. И вот за 4 дня моего отсутствия вот столько съедено корма. То есть им вполне хватает вот этой кормушки. На 4 дня им хватает этого корма. Ну, молодцы. А вы что? Как дела? Как дела у вас? Корм в кормушке еще есть. Надо проверить наличие воды. Вот в этом бачке, чтобы была вода. Ну и почистить все. Почистить и застелить чистую подстилочку. И араукана
Наш котик навещал, смотрите, по следам видно. Я хочу посмотреть, может быть, есть яйца. Но после моего Марсика с Марусей вот прыгал кот. Это будет навряд ли яйца будут. Да, яиц нет, смотрите. Так. Ну и для контроля я открываю внутри, посмотреть, что тут и как тут. Курочка. Смотрю, чтобы был корм у них. Все чистенько у них, все хорошо. Тепленько здесь, да? Тепленько тебе. Ты тут спряталась от мороза. Моя ты хорошая. Вовремя она заросла у нас. Перышки все распушились. Принесу тебе что-то вкусненькое сегодня. Вот так. Чашечные поилки у них, естественно, отключены. Слита вся вода. Потому что в мороз это не работает система. Только в плюсовую температуру. Вот. Но демонтировать я ее не буду. Все это так останется на зиму. Но внутри воды там нет. Все закрываем, пусть у них будет тепленько. Вода у них точно так же это снег. Вместо воды это снег. Ну и вот так вот они живут вот в таком домике. Петушок и курочка араукана. Вот вместо воды зимой куры пьют снег. Вот таким образом. А вот у петушков в теплице, смотрите, вода вообще не замерзла еще. Прекрасно. Но на всякий случай, в такой ситуации, когда морозы, я в теплицу набираю несколько ведер со снегом и ставлю снег. Ребята тут разгребли зерно немного. Ну ничего, соберут. Это не страшно. Ой, какой ты стал интересный. Намочил хохолок свой в воде. Так, ну, в принципе, все нормально у них, только нужно поставить им снег и поменять воду. А во второй теплице, в которой у меня были помидоры, я отсадила вот таких 3 красавца. Отсадила их, потому что они обижают цыплят. Это тоже цыплята-петушки. И вот так вот в помидорной теплице у меня сидят 3 петушка. И вот так вот мои хризантемы тоже хорошо себя чувствуют. Я их накрыла вот такой сеткой. Потому что, конечно же, петухи мне... Вот, смотрите, как они выгребают все. Они все могут испортить. Ну и здесь то же самое.
я наберу чистую воду в ведро и поставлю им 2 ведра снега. А если бы не дрались, сидели бы со всеми цыплятами. Ну и смотрите, оставался у меня кусочек клеенки, когда я делала вот эти двери с клеенкой, у меня оставался кусочек. И я этот кусочек постелила на чистые эти гнезда, на чистую крышечку. Ну и вот видите, все равно я даже заправила ее, хорошо края позаправляла вниз сюда этой крышки. Все равно сгребли, не подходит. Ну, а пока что клеенку эту убираю. И как вы догадались, сейчас я пришла не яйца собирать. Яйца я собираю, если вы заметили, в самую последнюю очередь. А сначала у меня первоначальная задача – это чистота в курятнике. Это уборка. Несмотря на то, что у нас уже морозы, и можно было бы настилать сверху вот этого всего подстилку, наслаивать. Но я еще в этот раз почищу, а уже со следующего раза буду наслаивать. Потому что очень не нравится мне эта сейчас подстилка. Она очень сильно влажная. Куры, видно, лапами принесли сюда снег. Он здесь потаял, и ну, состояние в курятнике мне такое не нравится. То есть, если бы это было сухо, пусть бы с пометом, но подмерзшим и сухо, да, я согласна, я бы сейчас сверху настелила еще соломы, и это было бы хорошо. Но мне не нравится вот именно влага на этой соломе, поэтому я это все быстро сейчас почищу, это несложно. Но зато будет все сухо и хорошо у курочки. Подслушивает, что там рассказывают. Что там рассказывает. Так, а ну-ка, ну-ка. Вы знаете, яйца даже еще не смотрела. Потому что первым делом буду заниматься уборкой. Все, приступаю, а потом соберем с вами вместе яйца. Молодец. Никого. Так, здесь мы эту видели красоточку. Ну и вот это зашла. Тоже сейчас будет яйцо. Греетесь, да? Сейчас наведем порядок, и будет здесь вообще классно. Все вот так вот вычистила. Прекрасно все. Складываю на вот эту тачку и вывожу сразу на огород. Все это идет на огород. И когда весной трактор будет это все перепахивать, это все уже пойдет в удобрение прямо под посадки.
Вот так. Немного набросала этой же подстилки при входе в курятник, чтобы не так сильно неслась грязь. Потому что вот тут все мокро, оно днем у нас плюс, ночью минус, оно подтаивает, и на лапах куры все равно заносят туда сырость. Все, сейчас везу чистую, пахнючую солому. И сегодня я дам им еще сено. То есть сено, которое даст нам кормление птицы зимой и пойдет нам на яйценоскость. Все это вам покажу. Здесь мы набираем солому. Ага, что здесь? Мышек ловят. Вот они. Вот они, наши красавцы. Это наши мышеловы и крысоловы. Все, Марс, сиди там, зимуй, грейся. Это у нас на огороде. Не переживайте, это недалеко от курятника. Курятник у нас вон. Вон курятник. Вот. Все, красота. Снегом привалило, там тепло. Вот такая норка. А я везу в курятник подстилку. Вот так вот мне больше нравится. Вот такая красота. Можно было бы и так на этот раз оставить, но я хочу дать курочкам еще сено. Сено – это необходимый компонент для яйценоскости кур зимой. Теперь у них чисто, сухо и очень хороший здесь запах. Вот кто хозяин в курятнике. Видели? Это Марс. Это наш кот. Он хороший кот. Он ловит мышей и крыс. При таком количестве зерна в курятнике, постоянно полная бункерная кормушка, без такого кота невозможно. Можно даже не начинать заводить кур, если нет кота. Спасают курятник от мышей и крыс, когда постоянно есть зерно. Меня часто спрашивают, как я спасаюсь от крыс и мышей. Вот таким образом содержу вот таких вот красавцев. Привожу им кушать, у них всегда есть корм. Точно так же, как и курочек я кормлю на дни своего отсутствия, точно так же я оставляю корм и котам, и курочкам. Но мышек они регулярно мне приносят. Я просто вам их не снимаю на видео, потому что, может быть, никому-то это будет не очень приятно смотреть. Но думаю, что вы мне верите на слово. Марсик ты мой, красавчик. Да, он покушал хорошо и теперь сидит, следит за своим хозяйством. И вот такое красивое сено, смотрите, зеленое. Это главное правильно высушить это сено.
правильно высушенное сено всегда остается зеленым. Вот. И это будет у нас как еда для кур. Тоже сено я не буду сыпать под насесты. Под насестами пусть будет солома. А там, где нет насестов, будет сено. И куры смогут его кушать. Вот, идите кушайте. Сейчас они все разгребут это. Все, вот так вот. Ну, этого будет достаточно. Потому что вот этот мешок сена я хочу распределить на всех своих кур. И цыплятам, и маранам, и ломан сэнди, и арауканам. Тоже, то есть вот этот мешок для всех будет понемножку, потому что они не должны ее затоптать. Они должны ее скушать. А если насыпать слишком много, естественно, они его загадят и затопчут. Вот, поэтому я поверх соломы настелила вот такое сено классное. Запах и аромат лета. Вот, нам же нужно поднимать яйценоскость. Электричество у нас с перебоями очень большими. Отключает у нас электричество 3 раза в день по 4 часа. И это все сказывается на яйценоскости. Я, конечно, еще не собирала, не смотрела яйца. Сначала, как я вам сказала, я занимаюсь уборкой, а потом собираю яйца. Не знаю, сколько курочки мои снесли за эти дни яиц, но все это, я знаю наперед, сказывается на количестве яиц. Поэтому мы с вами должны все-таки сделать все возможное, чтобы яйценоскость была стабильная и хорошая. Это мы даем траву и кормовую ракушку. Один компонент, необходимый для яйценоскости, это свет и досвечивание, у нас выпадает, поэтому будем работать со следующими пунктами, со следующими условиями, с другими. Это будем через кормление поднимать яйценоскость и через условия содержания. Все. Иду разносить сено по другим отсекам, а потом будем собирать яйца. А знает, где сидеть? На зерне. Да? Ты хозяин. Знает, где надо сесть. Масик мой. Ой, какой хороший котик. Вот какой хороший. Вот такой хороший котик. Ой, тигреша. Тигр. Просто тигр. Помощника моего покажи. Смотри, какой у меня помощник. Видишь? Яйцеприемники греет, яйца не полопаются от мороза. Да, Марс? Яйца греешь? Куриные в яйцеприемнике. Молодец. Так, а я сделала зерносмесь. Здесь у меня пшеница, кукуруза
А семечку подсолнуха, обратите внимание, насыпала только вот сюда. Вот. Семечку подсолнуха я даю в свой приезд как лакомство, потому что это у нас дорогое удовольствие. Так, здесь ракушка еще есть. Здесь не будем ее подсыпать, эту ракушку. Ломан Сэнди добавлю и мараном добавлю. Там тоже, там уже закончилось. А тут тепленько. Так. И вам нужна ракушка. И вам нужна, да? Сейчас насыплю вам. Вот. И совершенно немного. Еще я им добавлю песок. Спасибо за совет этим курочкам и петушку, которые начали кушать стену. Скорее всего, нужен не мел, а песок. Я добавлю сюда песочка еще. И вам ракушки. Так, все-таки еще хочу проверить. Может быть, я не все. Смотри. Вот, смотри. Ага, я чувствовала, что я не все яйца забрала. Вот это да. Они закопали эти яйца. Я думаю, ну не может быть, что 2 яйца. Вот, понятно? Еще 2. Это значит их 4. 4 дня, 4 яйца. Все правильно теперь. Я и удивилась, почему 2 яйца. Точно. Ну-ка еще проверю. Вот это да. Ну, курочки, извините, я такая раззява. Ничего себе, молодцы мои. А я думала, у вас только 2 яйца. А у вас 4, еще 2. Вот это я даю. Мои куры несутся, а я не умею даже яйца собрать, как положено. Молодцы мои, хорошие. Моя хорошая. Все, кушайте ракушку. И сейчас я им сделаю вкусную зерносмесь. Все, Петюньки, выходим, выходим, выходим. Петя, рано еще к невестам. Рано, Петя. Петь, выходи, Петя. Выходи. Ну и что теперь? И что ты тут будешь делать? А ну заходи. Быстро, быстро, быстро. Все. Все. Смотри, как хорошо ракушку едят цыплята. Это очень хорошо. Вот ракушки им не хватало для того, чтобы усваивалось зерно. Оно должно хорошо в желудке перетираться. А когда у птицы нет ни песка, ни ракушки, ни гравия, никаких мелкой щебенки, как оно переварится? Никак. Вот. Обязательно надо цыплятам ставить ракушку. И Ломан Сэнди тоже для формирования вот такого крепкого яйца им нужна ракушка. Класс. 4 яйца, оказывается, было. А я 2 яйца забрала и все. Буду теперь хорошо, тщательно проверять гнездо. И теперь, когда мои курочки привыкли уже к этому гнезду, к этому ящику, теперь его нужно прикрыть. Я сейчас его обязательно прикрою какой-то досточкой. Мараном.
мараном и шелковым. Все, вот так вот. С каждым разом все лучше и лучше находит себе места для обзора. Конечно, здесь видно всех курочек и весь курятник. Ой, ты мой красавец, куда ты заперся? Смотрите, какая высота. Вот. И это самый центр курятника, смотрите. Оп, оп. Самый центр курятника, и сидит наш Марс. Практически на уровне с крышей курятника. Это же надо додуматься. Могу собрать яйца. Спрятались от холода, да? Холодно вам? Все спрятались. А, вы соломку тут и сено кушаете. Понятно. Ладно. Давайте будем смотреть яйца. Закрываю за собой дверь, чтобы было тепло. Так. Будем смотреть, сколько у нас яиц. После того, как мы проглистогонили кур, нам хочется очень сильно вкусных яиц. Чем побыстрее. Потому что прошлые яйца мы все выбросили. Так, а теперь уже эти яйца мы будем кушать. Так, соберем. В курятнике тепло, сухо. Так. Яйца крупные. Вот это огромное яйцо. Так, здесь у нас непорядок. Непорядок какой-то. Уберем потом. Так. И вот так опять собираю сбоку яйца, потому что на крышке стоит курица. И как-то мне ее не хочется прогонять. Я тут быстренько соберу. И все. Ничего страшного. Так, вот еще вижу, есть яйца. Вот огромное яйцо. Ну и смотрите. Вот такое яйцо. Я не думаю, что это куры клевали. Это, скорее всего, котик наш. Но еще раз повторяю, я на него не жалуюсь. Я на него не в обиде. Они ловят у меня крыс и мышей. И если они съедят 1-2 яйца из гнезда, это абсолютно не страшно. Я на них не обижаюсь. Я больше боюсь крыс и мышей. Все, аккуратно вот здесь вот поставлю его и потом уберу. Ну вот и все. Вот такой вот урожай яиц у нас. Мои курочки-несушки нанесли мне, пока меня здесь не было. На улице холодно. К первому холоду курочки привыкают. Это все нормально.
Главное не зажалеть своих курочек. И начинают нести им горячую воду, поить. Ни в коем случае этого делать не надо. Курица должна постепенно привыкать к морозам. То есть пить она должна холодную воду. Никаких теплых вод. Не зажалейте свою курицу. Потому что потом ударят сильные морозы, а курочка будет не приспособлена к ним. Постепенно, понемножку привыкаем к морозам. Все, я убираю в гнездах. Показывать я уже вам этого не буду, надоедать с этим не буду. А яйца отношу домой. Секунда дела, и в гнездах чисто. Все. Так, сегодня настал день у нас как раз для буряка. И вот пришло время. Смотрите, какие громадины буду тереть. Сейчас покажу. Вот какие громадины вырастают. И это как раз для кур прекрасно. Ждут. Смотрите, как ждут. Ой, обожают они буряк красный. Сейчас, подождите, ну. Не могут выдержать. Вот так. Вот такой красный, алый. Ну, подождите, ну. Подождите, сейчас всем натру, всем дам. Давайте вот так сделаем. Вот. Все. Я уже очень много раз во всех своих видео рассказываю, как я даю буряк. В какой очередности, как часто. И мне все равно продолжают задавать вопросы. Буряк я не даю каждый день. Буряк я даю в свой день приезда и все равно не каждый раз, а чередую. Приехала я, курочки у меня живут сами на даче. Я приезжаю раз в несколько дней. Приехала я к ним, дала буряк. Через несколько дней приезжаю, варю картошку. Потом опять через несколько дней приезжаю, даю капусту. И таким образом получается, что буряк они едят не каждый день, а один раз. Допустим, сегодня они поедят, и еще и завтра. Как я уже уеду, здесь меня не будет, но в ящике у них будет буряк. То есть они где-то дня 2 будут его кушать. А потом у них буряка нет. Они его едят не каждый день. Я не знаю, как еще объяснить, но я все время говорю, объясняю, а мне все равно вопросы задают. Мне не трудно, я буду вам повторять, рассказывать. Мне не трудно. Если кто-то опять не понял, задавайте мне в комментариях вопросы, я еще раз объясню. Марс, ты будешь такой? Будешь? Давай. Очень классный буряк, вот этот длинный. Всем рекомендую, сажайте вот такой длинный буряк. Он, во-первых, очень быстро растет, круглого еще нет, а с вот этого я в июне уже варю борщ. Потом посмотрите, какого цвета этот буряк. Он такой сладкий, он яркий, вот такой темный,
сладкий, сочный. И самое главное, что этот буряк не надо прореживать. Если круглый вы не проредите, и у вас будет весь мелкий, и он плохой будет, то этот, если у вас нет времени проредить, он найдет себе место и с одной точки вылезет вот таких вот 5-6 штук, и они классно растут. Давайте всем сейчас натру, а потом всем раздам. Ко-ко-ко-ко-ко, неси яйцо в гнездо, кокаешь, ходишь. Неси яйцо. Вот какой. Темный-темный, аж черный. Потом цвет борща такой классный. Цыплятам я тоже подстелила еще сено, для того, чтобы они его кушали, не для того, чтобы собрать помет. Для помета у меня солома, а сено, чтобы они кушали, тоже им дала. И теперь даю еще буряк. Тоже им уже можно. Но они еще особо с ним не знакомы. Я им давала всего лишь пару раз буряк. Но вот сейчас вот уже буду полным ходом давать, для того, чтобы у них был сочный корм наравне с зерносмесью. Все, зерносмесь есть, кормовая ракушка есть, сено, буряк. И, наконец-то, включился сегодня свет. Немножко пусть посветит. И закрываю дверь, чтобы у них было тепло. Все. Это мои цыплята. Цыплята, от которых я жду первое яйцо. Пока что нету. Как только будет, сразу покажу. А нету, потому что цыплята летние. Цыплят надо выводить весной. Вот тогда вы будете с яйцом в начале октября. Немножко бурячка, буквально вот щепотку, чтобы она не засыхала, не портилась, я даю арауканам. И положу ее вот здесь, чтобы там не было, если что, мусора. Все, вот этого на 2 курочки достаточно. Петушок и курочка, им хватит. Все.